идеальные улыбки, миллионы долларов и всеобщая любовь. Но за этим безупречным глянцем скрывается жуткая правда. Корейские звезды уходят из жизни слишком молодыми. Почему те, кто светил нам ярче всех, так рано погрузились во тьму? В этом видео трагические истории кумиров, чьи сердца остановились на самом пике славы. Досмотрите до конца. Финальная история шокировала весь мир совсем недавно. Ча Ин Ха. Мы начинаем наш список с молодого артиста, чья жизнь оборвалась на самом взлете. Ча Ин Ха был невероятно перспективным актером и моделью, который только начинал завоевывать сердце зрителей. Его знали как участника актерской группы Surprise You, а также по ярким появлениям в популярных дорамах. Окружающие вспоминали его как человека с неиссякаемой энергией и доброй улыбкой. В декабре 2019 года индустрию потрясло внезапное известие: 27-летний актер был найден мертвым в своем доме. Трагедия произошла прямо посреди трансляции его новой дорамы «Люди с недостатками». Это стало огромным потрясением для его семьи и коллег, которые пророчили ему большое будущее в индустрии. Ча Ин Ха ушел слишком рано, оставив после себя лишь искры того огромного таланта, который он так и не успел раскрыть до конца. Чон Чхэ Юль. Зрители помнят ее по яркой роли в дораме «Зомби-детектив» и фильму «Глубокий сон». Чхэ Юль отличалась уникальной, запоминающейся внешностью и естественной актерской игрой. Весной 2023 года индустрию потрясло внезапное известие: 26-летняя актриса была найдена мертвой в своем доме. Трагедия произошла в разгар съемок новой дорамы «Свадьба невозможна», где она должна была сыграть одну из ключевых ролей. Съемочная группа немедленно остановила работу в знак траура. Позже полиция подтвердила, что актриса покончила с собой. Чон Чхэ Юль была из тех актрис, чья карьера шла только вверх, и ее внезапный уход оставил глубокую рану в сердцах ее поклонников. Пак Йон Ха. Один из тех, кто стоял у истоков всемирной популярности корейских сериалов. Его роль в культовой дораме «Зимняя соната» сделала его суперзвездой не только в родной Корее, но и по всей Азии, особенно в Японии, где его боготворили и как актера, и как талантливого певца. Однако за оглушительным успехом скрывались тяжелые личные испытания. Огромное давление славы совпало со сложной семейной ситуацией. У его отца диагностировали тяжелую болезнь. В июне 2010 года, после очередного эмоционального разговора с тяжелобольным отцом, Пак Йон Ха в состоянии глубокого стресса покончил с собой в своем доме. Его уход стал национальной трагедией, показавшей, какую высокую цену порой платят артисты за всеобщую любовь. Ли Ын Джу. Одна из самых ярких и глубоких драматических актрис начала 2000-х. Ей было всего 24 года, но она уже успела сняться в главных хитах эпохи, таких как военная драма «38-я параллель» и психологический триллер «Алая буква». Критики пророчили ей статус главной актрисы поколения за ее умение проживать сложнейшие роли. Но именно это погружение в профессию обернулось трагедией. После съемок в «Алой букве» актриса столкнулась с жесточайшей депрессией и давлением со стороны консервативного общества. Ли Ын Джу ушла из жизни в 2005 году. Ее трагическая судьба заставила корейское общество впервые серьезно заговорить о ментальном здоровье актеров и о том, как опасно оставлять человека наедине со своими демонами. Солли. Бывшая участница группы FX и невероятно смелая актриса. Она была глотком свежего воздуха для корейской индустрии, яркая, независимая и искренняя. К сожалению, ее свободолюбие столкнулось с глухой стеной непонимания. Девушка годами подвергалась беспрецедентной, жестокой травле в интернете со стороны хейтеров. В октябре 2019 года сердце 25-летней артистки остановилось. Она не справилась с тем колоссальным давлением, которое на нее оказывали каждый день. Ее уход стал шоком для всего мира и заставил корейское общество впервые открыто заговорить о том, насколько разрушительным может быть кибербуллинг. Гау Хара. Звезда легендарной группы Кара и близкая подруга Солли. Ее жизнь была наполнена не только громкими музыкальными победами, но и тяжелыми личными испытаниями.
Незадолго до трагедии артистка прошла через изнурительный и публичный судебный процесс с бывшим избранником, который сопровождался давлением в прессе. Огромное личное горе от потери лучшей подруги окончательно подкосило девушку. Спустя всего 1,5 месяца после ухода Солли, в ноябре 2019 года, Гоухара приняла свое роковое решение в возрасте 28 лет. Ее наследие живет до сих пор. После этой трагедии в Корее был пересмотрен закон о наследстве, который защищает права артистов. Ким Джон Хин. Главный голос группы Шение и гениальный автор песен, чья музыка спасала миллионы людей по всему миру. Он был душой коллектива и невероятно чутким человеком, но, как это часто бывает, за ярким сценическим образом скрывалось глубокое внутреннее одиночество. В декабре 2017 года пришла трагическая весть о том, что жизнь 27-летнего артиста оборвалась. Джон Хин оставил прощальное письмо, в котором признался, что индустрия и внутренние переживания полностью опустошили его. Он ушел, но оставил после себя великое музыкальное наследие и песни ноктюрны, которые до сих пор согревают сердце его преданных поклонников. Ким Сэрон. Невероятно талантливая актриса, которая начала свой путь еще ребенком и завоевала признание критиков по всему миру. Многие пророчили ей статус главной актрисы своего поколения. Однако после дорожного инцидента в 2022 году ее жизнь превратилась в бесконечную борьбу. В течение почти 1000 дней корейские СМИ и желтые YouTube-каналы выпускали тысячи разгромных материалов, уничтожая ее репутацию и личную жизнь. К колоссальной общественной травле добавились огромные финансовые долги перед агентством. К сожалению, 16 февраля 2025 года сердце 24-летней Ким Сэрон остановилось. Ее уход стал очередной трагической точкой, которая вновь показала, насколько безжалостной может быть медиаиндустрия и как важно оставаться людьми, прежде чем выносить публичные приговоры. Истории этих артистов – напоминание о том, какую высокую цену платят люди за блеск сцены. За идеальными улыбками и миллионными просмотрами всегда скрываются ранимые сердца, которые тоже совершают ошибки и ломаются от давления. Наш мир шоу-бизнеса бывает жестоким, но мы можем изменить его, если начнем с себя. Друзья, давайте будем добрее в комментариях, ведь слова могут как поддержать, так и ранить. Напишите в комментариях, чье творчество и роли оставили след в вашей памяти. Пусть это видео станет данью уважения их таланту.